Приветствую вас, коллеги! Сегодня у нас очень интересная работа, и я хочу поделиться ей с вами. Сегодня будет коррекция наращивания волос, и я расскажу некоторые тонкости и ошибки, которые могут помешать сделать наращивание качественным. Сегодня у нас в кресле Мариночка. Да, и вот на заднем плане я сейчас покажу поближе волосы, которые мы будем наращивать второй раз. Первый раз мы их нарастили и постригли, и вот вы можете увидеть, что волосы разной длины. Дело в том, что снимала я их рядами, и это дает возможность вернуть волосы в то же самое место, где они были нарощены в первый раз, и это даст возможность сохранить стрижку и не потерять в длине. Потому что если снимать волосы рандомно, все это перемешать, куча мала, то при наращивании, особенно если стрижка была прямым срезом, все это будет некрасиво, где-то будут висеть куски, и придется все это дело либо очень сильно филировать, что, естественно, будет выглядеть некрасиво, стрижка будет рваная, вот, либо придется очень коротко состригать, ну и таких волос хватит максимум на 2 раза. Если же снимать волосы рядами, то волосы можно носить очень долго. У Марины длинные волосы. Ну, о чем это может говорить? О том, что наращивание в данном случае беспроблемное, то есть никаких там существенных отклонений от стандартной схемы наращивания не будет, потому что здесь нам нужно только чуть-чуть увеличить длину, может быть, даже у нас тут примерно длина в длину будет наращивание, увеличить объем, ну, как бы на этом и все. Поэтому будет стандартное разделение параллельными прямыми рядами, у нас 5 рядов на затылке и несколько, там, по-моему, 3 или 4 ряда на висках. При первичном наращивании я сделала окрашивание в тон с волосами Марины. Это у нас такой вот холодный цвет. Естественно, он смылся за время носки, и я вернула этот цвет также рядами. Немножко это было заморочено, но ничего, зато я сохранила длину. Вот здесь можно увидеть, что все волосы разной длины. И вот этот порядок расположения волос на подставке, он не случайный. То есть это у нас вот идет самый первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый и дальше височная зона. У меня есть схема, по которой они здесь развешаны, и я по ней буду ориентироваться. Если вам интересно, как снимать волосы рядами, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, и я расскажу, как делать это правильно и не перепутать волосы. Несмотря на то, что Марина сегодня пришла с чистыми волосами, перед наращиванием я всегда перемываю волосы, потому что неизвестно, чем клиент мыл голову дома, содержанием силиконов, масел у него, шампунь и прочее, и это может спровоцировать сползание волос, поэтому я всегда перемываю волосы шампунем глубокой очистки, и иногда я могу нанести немного кондиционера на самые концы, но опять-таки при сушке не делать интенсивного расчесывания, чтобы кондиционер не подполз к корням, да? То есть высушить и потом в конце где-то протянуть, если в этом есть необходимость. Вот. Что я и сделала сегодня, но перемывать это строго обязательно, даже если волосы блондированы, а тем более, если они не блондированы, если они гладкие от природы, не пористые, иначе не будет сцепления капсулы с волосами. С чего начинается разделение? Ну, первое, это нам нужно определить пробор. Ну, правда, не всегда нужно с этого начинать, но потому что пробор мы можем сделать в последний момент, если наращиваем снизу вверх. Если сверху вниз, то, конечно, пробор нужно определить сразу. Ну вот мы определили здесь. Дальше очень важным моментом является найти точку распада, то есть как мы определяем ее. То есть нужно посмотреть, как распадаются волосы. И вот в нашем случае видно, что вот эта часть распадается. Я поверну чуть-чуть
Вот, то есть и как раз здесь у нас есть макушка, но не всегда точка распада находится в макушке. Иногда макушка ниже, и ее не видно, и на нее можно наращивать. Но в данном случае вот в этом участке нарощенных волос быть не должно, капсул быть не должно, иначе они будут видны. То есть вот мы, например, вот здесь у нас будет последний ряд, и его не будет видно, и даже если волосы будут распадаться, этих капсул не будет видно. То есть вот у нас точка распада, поэтому от сих до уха мы делаем пробор, и дальше уже будем определять ряды. При разделении я всегда использую спирт в пульверизаторе. Тут у меня, по-моему, 75% спирт. Но, во-первых, он лишний раз обезжирит волосы, а во-вторых, спирт очень быстро испаряется, и в отличие от воды, которой все-таки нужно какое-то время для испарения, буквально пока я разделила и выбираю прядку, к этому моменту спирт уже полностью испарился, и прядь остается сухая. Ну что ж, мы закончили наращивание, и можно увидеть, что линия стрижки практически не пострадала. Ну, понятно, что где-то тут какие-то неровности, потому что вернуть прядь в прядь на то же место, конечно, невозможно, но коррекция рядами, она дает возможность повторить рисунок, и в длине мы потеряем, ну, максимум там, сантиметр или там где-то 1,5, но это совершенно не значительно отразится. И у нас финальная стрижка. Все, вперед. Что ж, вуаля, Марина, ты прекрасна.